Доброго времени суток, выжившие! Как вы помните, в августе для Dying Light вышло платное дополнение Hollow Raid. На него, кстати, я делал обзор, который вы можете найти по подсказке справа или по ссылочке в описании. Так вот, релиз оказался, мягко говоря, не самым удачным. Даже сами разработчики, как мне кажется, понимали, что новое DLC является далеко не самой лучшей их работой, но они пообещали поддерживать дополнение дополнениями. Короче, у самого Hollow Raid довольно большой потенциал, а эти DLC патчи, как мне казалось, могут помочь его раскрыть. Ну что же, сегодня мы разберем первое дополнение для Hollow Raid с пафосным названием «Кончина Лорда Гектора». Само название отсылает нас к персонажу, лорду Гектору, которого чуть ранее вели разработчики. Именно его отряд граф Берегор отправил к башне Ваала, чтобы те истребили засевших там разбойников. По крайней мере, они считали, что в заброшенной башне действительно засели разбойники. Как мы знаем, справиться с ордой нечисти у лорда Гектора не получилось. Его небольшая сюжетная линия раскрывается в 3 новых записках, раскиданных по башне. На экране вы сейчас увидите их расположение, а те, кто хотят самостоятельно найти все записи, просто скипнут видео вперед. Первая записка находится в комнате с ящиками, а именно в тайнике между пролетов лестницы. Следующий текст располагается в переходном помещении между пыточной и комнатой с камерами, прямо возле рычага. Последнюю записку вы можете найти рядом с телом покойного лорда Гектора. Сама история не то что производит впечатление, и, честно говоря, создать нормального персонажа с помощью 3 записок не очень легко, да и Hollow Raid позиционируется как геймплейное дополнение. Похоже, разработчики повесили в своем офисе плакат с Джоном Кармаком и заставляют своего сценариста молиться на него каждое утро. Кстати, ныне покойный лорд Гектор оставил для Крейна несколько подарков, о которых мы сейчас и поговорим. В DLC появились 2 новых ранга, Щитоносец и Повелитель Гроз. Они находятся после Немезиды, самого крутого титула, что выглядит несколько нелогично, но да ладно. За достижение Щитоносца вы получите, как бы это неожиданно ни было, щит лорда Гектора, Сотрясатель. Его можно спокойно взять в хабе, который теперь стал называться Фойе. Основная особенность данного щита заключается в ударах током при удачных таймингах парирования, хотя его прочность уже говорит о низкой эффективности. Ранг Повелителя Гроз открывает крутую булаву Громовой Орел. Да, она всего лишь синего качества, но при этом у нее мувсет двуручного меча и дополнительный дамаг электричеством при использовании силовой атаки, что делает ее достаточно уникальной. Но в трейлере же показали меч, куда он делся? Для ответа на этот вопрос я расскажу об еще одном нововведении. Внутри нашего фойе появился новый предмет – стол с заказами, специально созданными для DLC, всего их 5. Наименее интересный, на мой взгляд, это ненадежные уступы. За 2000 единиц опыта ранга Hollow Raid требуется убить 20 врагов с помощью гравитации. Просто в DLC не очень много мест, в которых урон с высоты действительно способен кого-то убить. Особенно сложно выполнять этот заказ на высоких уровнях сложности. И, кстати, он обновляется с каждой новой попыткой пройти башню. Так что даже не думайте фармить опыт с помощью скидывания врагов в начальном коридоре. Я уже пробовал. Разоблачитель. Самый легкий заказ, который позволяет относительно быстро нафармить уровень ранга. Он также обновляется после каждой новой попытки и просто требует найти 3 секрета. После получения первого осколка вы уже выполните заказ. Учебные мишени. Заказ для любителей метать фляги. Просто убиваете 5 врагов с помощью кислотной, взрывной или оглушающей склянки. И игра даст вам по 5 типов, каждый из них в инвентарь. Неплохой заказ, достойный сурта, позволяющий в ходе прохождения получить эту крутую секиру. Также обновляется с каждым заходом в игру и позволяет заиметь в инвентарь классное оружие для финальной битвы, независимо от вашего ранга. Для его выполнения нужно искалечить 20 врагов и отрубить 10 голов, что на самом деле достаточно просто. И самый важный заказ. Испытание Грозового Лебедя дарует игроку одноименный меч. И шутка в том, что использовать данное оружие внутри дополнения нельзя. Вам дают чертеж для основной игры. Hollow Raid его легально не перенести. Зато ваши мачете, меч или хапеш получат уникальный скин. Будут наносить критический урон током, а их прочность увеличится в 3 раза. Правда, ремонтов станет меньше, но да ладно. Короче, в рамках Hollow Raid меч бы смотрелся неплохо, но нафига он в основной игре, я не очень понимаю. И небольшое дополнение. Фармить с заказов ранг абсолютно неэффективно. Они дают слишком мало опыта, так что могут служить разве что в качестве небольшого бонуса для прокачки. Основные нововведения мы разобрали, но Techland также поменяли некоторые мелочи. Достаточно сильно изменились спавны врагов для сложности трудно и кошмар. Играть стало интересней. Монет стало сыпаться побольше, теперь смысл обыскивать локацию немного вырос. При переносе оружия в основную игру за монеты началось меняться его качество в зависимости от ранга Hollow Raid. Правда, статы остаются такими же, но да ладно. Еще пофиксили мелкие баги и немного изменили битву с Минотавром. Плюс в фойе появился небольшой мраморный постамент, на котором бы очень круто смотрелись все артефакты лорда Гектора. Но, увы, либо разрабы его не доделали, либо оставили для следующего дополнения, но в данный момент он никаким образом не меняется, даже при 100% прохождении всего DLC. Вроде все это звучит неплохо, однако этого мало. Hollow Raid действительно имеет нехилый потенциал.
И от обновления с пафосным названием «Кончина Лорда Гектора» я ждал чего-то вроде новых локаций, дополнительных сюжетных элементов. Вспомните, например, Skyrim и квест из глубин. Проходя сквозь двемерские руины, герой наблюдает призраков прошлого, повествующих историю экспедиции от лица исследователей. Я понимаю, что нужно потратить деньги на озвучку, но сделайте в дополнение к запискам активные предметы на локациях, активирующие скрипты с озвученным призраком Гектора. Или еще проще, пускай все те же предметы будут запускать флешбеки, в которых герой, находясь в теле Лорда Гектора, будет выполнять определенные испытания, как это было в Shadow of War. Короче, пространство для фантазии бешеное, но для реализации потенциала явно нужна более приличная группа разработчиков. Меня в любом случае радует тот факт, что ребята выполняют обещания и поддерживают Hellraid, да и сами нововведения в значительной степени улучшают игровой процесс. Но вы ведь в курсе, как дополнение было принято комьюнити. Так возьмите дополнительное время и пару опытных мододелов, чтобы реально добавить нечто новое. Мало людей? Так берите экспериментами, как делают небольшие инди-студии. В будущем должно быть еще хотя бы одно дополнение, обзор на которое также выйдет. Хотя, судя по моей расторопности, он будет не особо актуален, но все же я его сделаю. Спасибо за просмотр, делитесь своими впечатлениями о нововведениях в комментариях, а также оценивайте видео. Всем стараюсь отвечать и прислушиваться к критике. Также не забывайте переходить по ссылочкам в описании и подписываться на две самые крутые группы по Dying Light ВКонтакте. Не слушайте странные голоса в проклятых башнях, пейте зелье и не болейте. Всем пока.